Дорогой Владимир Владимирович, у меня тут все плохо, хреново, жаловаться никуда невозможно, и тебя никто не защитит. И вот защита, оказывается, одно – жить по понятиям. Это тюремная иерархия, авторитеты, дорога. Нормальный мужик, мы с ним так хорошо сидели. Я говорю, что, на расстрел, что ли? Не-не-не, и вещи тут оставьте. У них не было никакого к этому ни умения, ни понимания, ничего. Только арматура в руках, пропаганда тебе говорит все время. Так и правды нет. Мы это никогда не простим. Прекратили воевать. Молчать всем. Мир, вы говорите, что он кровавый? Давайте сотрем с него кровь. Я бы вас убила. Я же на это все не рассчитывал. Мы с вами не виделись со времен Москвы, с января 24-го. Да, у меня год был. Пожалели вы тогда, что не уехали до тюрьмы? Не знаю, буду ли я жалеть или нет. На тот момент до тюрьмы я говорил, нет, не жалею. Когда я был в тюрьме, я тоже не жалел. А сейчас? Сейчас меня выгнали. Что я могу сделать? Что я не на родине, а здесь, конечно, хочу на родину, хочу домой. Но уже так рисковать не будете. Понимаете, бывает риск, а бывает самоубийство. Это можно и тут повеситься, можно там сесть на лет 20. Главное в том, что все-таки надежда, она остается на новые обмены. Если я туда вернусь, да любой обмененный туда вернется и сядет, это поставит крест на следующих обменах российских политзеков. То есть в каком-то смысле вы заложник? Все мы заложники в каком-то смысле. Своего выбора все мы заложники. Вы только что вернулись из первой со времен начала полномасштабной войны миссии российских правозащитников в Украине. То есть вы с русским паспортом поехали в Украину в 25-м году, в январе. Значит, первый раз я поехал в Украину не в 25-м. Первый раз я в Украину после полномасштабного вторжения поехал еще в октябре 24-го года. Меня освободили в августе. Сентябрь я отдыхал вместе с Таней, женой моей. А в октябре уже поехал в Украину. Я не афишировал эту поездку. Вот сейчас я про нее могу говорить. А тогда не считал правильным про нее говорить. Вы один поехали? Один. Страшно было? Да не, мне уже ничего не страшно. Но было напряженно. Въезжаешь в страну, где русских считают агрессорами. Я русский, с русским паспортом. Конечно, напряженность частично оправдывалась, потому что когда я на границе Польши и Украины, значит, протягиваю паспорт свой пограничнику, представьте, какой у него был взгляд на меня. Изумление и ненависть, наверное, да, очень чувствовалось. Они меня вывели, в отличие от всех в вагоне. Я говорю, что, на расстрел, что ли? Не-не-не, и вещи тут оставьте. Выяснять будем. Долго выясняли, кто, чего, почему, как. Я говорю, вы понимаете, что я согласовал свою тут поездку, и вы понимаете, что я не российский шпион. Чем докажете? Я говорю, чем? Откройте интернет, наберите Орлов Олег Петрович. Много чего прочтете про меня. В общем, они много чего сидели, пробивали, видимо, созванились с Киевом и пустили. А обратно еще более на границе жестко. Пограничник, который меня должен был пропустить, я ему протягиваю паспорт, у него опять глаза круглые. Это как? Что делали в Украине? Я говорю, слушайте, что делал?
Я уже там все, что надо, сделал. Я возвращаюсь назад. У меня уже разрешение было. Меня выпустили сюда. В чем проблема там меня выпустить? Будь моя воля, я бы тебя вывел и расстрелял. Но в данном случае я человек подневольный. Пошли выяснять. А на каком языке разговор происходит? На украинском. А вы отвечаете на каком? На русском. На русском. Но этот погранец был довольно жесток. Но я же понимал, что это образ речи. Я понимал, что ничего он мне не сделает, тем более не расстреляет. И опять же, я не обижаюсь на такие вещи, понимаю ту ситуацию, в которой они оказались. Мне кажется, что это, пожалуй, наиболее жесткие были, так сказать, события, взаимоотношения с украинцами. При общении и с их должностными лицами во время первой моей поездки, и вот во второй мы с кучей людей общались, в том числе страшно пострадавших, ужасно. Никакой агрессии по отношению к нам мы не чувствовали, никакого такого вот враждебного отношения даже. Ну, 2 человека отказались с нами говорить, мы с ними по телефону созванивались, нет, не хотели. Ну, нет, так нет. Когда уже начинаешь говорить, конечно, глаза опять же круглые, когда говоришь, мы россияне. Удивление. Но мы сразу объясняем, кто мы россияне, что мы россияне, почему мы здесь. Налаживается разговор, люди говорят вполне открыто, нормально. Мы прощаемся с ними, можно сказать, даже дружески. При этом они, конечно, говорят, мы никогда не простим. Ну, как можем простить, когда там мужа запытали у женщины, да? Вот увели из дома, и когда уже после деоккупации находит его труп. С жуткими следами пыток. Или вот с отцом мы говорили, у которых 3 сыновей, всех 3 расстреливали, 1 не дострелили. Они мирные. Они не воевали и, по всей видимости, даже в сопротивлении не участвовали. Просто один из них, один из этих 3 его сыновей, они жили вместе в одном доме, он бывший участник антитеррористической операции, ну, то есть воевал на востоке Украины, ну, отвоевал, демобилизовался. Там было нападение, обстрел российской колонны, это Черниговская область. И, ну, довольно сильно пострадала колонна, погиб там старший офицер. И они начали по селу искать, как они считали, наводчика. Пошли. И один парнишка, ну, по всей видимости, его били, не знаю, угрожали. Он выдал, сказал, а я знаю, тут один есть участник АТО. О, иди. Привели. Ну, у него документы, у него там форма, оставшаяся с того времени. Куча народа эти документы, эту форму оставляли у себя дома. Они просто не представляли себе, как это может сказаться на их судьбе. Ну, воевал, а сейчас у него что, висит в шкафу. Ну вот, и всех 3 забрали, пытали, расстреляли. Один выжил, выполз из могилы, разрыл землю, руки спереди были. Если бы сзади завязаны, не смог бы, задохнулся, спереди завязаны. Разрыл как-то так. Пришел в дом к женщине незнакомой, она его выходила. У него пуля по касательной прошла тут. Потом добрался до дома, еще когда оккупанты стояли, отец его прятал. Ну, прямо история, знаете, из времен Великой Отечественной. Сейчас он жив. Вот, отец с нами говорил. Кто вы его спрашивали? Вот ваша миссия, она была от кого? Мы те россияне, которые против войны. А куда вы будете девать эти сведения? Уже такой, скажем, обзор этих сведений представляли и на пресс-конференции, куча средств массовой информации, немецких здесь и, значит, российских. И сейчас мы готовим, вот, сижу за компом, готовим доклад, отчет, дальше будем его распространять. Это начало, мы думаем, мы продолжим. К нам вот, присоединятся российские
правозащитники из других организаций. Мы уже говорили с ними. Но так получилось, что съездили мы втроем. 3 как раз именно мемориальцев. Эти свидетельские показания, они лягут в основу какого-то процесса, по-вашему, или просто это будут документы времени? Понимаете, дело в том, что в Украине такая масса информации собрана. Там же украинские организации уже 3 года Поэтому я и работают. спросила, да, то есть в чем был смысл новой миссии? Главный смысл, что это мы, россияне, это зафиксировали, мы это говорим, мы это представляем. Но это маленькая лепта вот в этот общий объем информации. Из этой информации отбираются наиболее хорошо задокументированные, отправляются в Международный уголовный суд, в другие международные инстанции. Будет ли трибунал международный? Кто знает, мы же видим, как все меняется. Но Международный уголовный суд принимает уже к своему производству дела. А кого они могут коснуться? Может, и никого впрямую в ближайшее время не коснется. Но, понимаете, время идет, и это же никуда не исчезнет. И люди, которые будут предметом уголовного преследования, могут выезжать. А раз они будут выезжать, тут-то их и могут взять. Или они не будут выезжать и будут внутри России сидеть. Будут понимать, что они не выездные, и они, совершив преступление, не могут быть нигде, кроме как России, и какие-то ограниченный круг стран. Вопрос с наказанием виновных в военных преступлениях, проблема безнаказанности – это ключевая проблема и в оценке данного конфликта, и для будущего, для того, чтобы раз за разом все это не воспроизводилось и не продолжалось. И эта проблема безнаказанности, она не решена. Будет ли она решена? Безнаказанность ведет к новым преступлениям. Полная безнаказанность за преступления в Первой Чеченской войне вела к безнаказанности во Второй Чеченской войне. Безнаказанность в ходе Второй Чеченской войны вела к продолжению воспроизводству преступлений силовиков на всей территории России. И она привела к тем преступлениям, которые сейчас в Украине совершаются. Вот эта цепочка безнаказанности, она не прервана, она продолжается. А вот очень важно ее где-то прервать. Мы будем пытаться, это не мы, не я, не мои коллеги, не мемориал, и даже не российские правозащитники, а все большое правозащитное сообщество. Все мы говорим об одном и том же, все мы думаем об одном и том же. Да, мы оказываемся пока бессильными против политиканов, которые, из-за сиюминутных интересов и прежде всего собственных интересов могут все перечеркнуть. Капля камень точит. Понимаете, надо работать с перспективой на какую-то дальнейшую победу. Победа не может быть вот так раз, и безнаказанность прекращена. И все будут наказаны. Я небольшой здесь оптимист, что все это удастся в ближайшее время. Мы рассчитываем на марафонную дистанцию, а не на спринт. Вообще говоря, мне осенью прошлого года говорили, что Петрович, он на рыбалку уехал. Да, я в сентябре был на рыбалке. После тюрьмы мне и моей жене Тане наши друзья, коллеги поднесли подарок большой. И смогли организовать и оплатить нашу поездку в Норвегию на рыбалку. И мы, были на рыбалке. Что поймали? Много замечательной морской рыбы сайда, немного трески. А сайда-то вот такая здоровая. Не буду преувеличивать. Давайте преувеличим. Чего? Ладно, вот такая. Вот такую мы ловили сайду, треску. Что-то мы поймали, что я не знаю, что у нас сорвалось, но что я
Кит. Не мог вытащить, не знаю. Такие. Ну, что-то колоссально громадное, черт дери, ушло. И поймал небольшую форельку. Был не сезон форели, но все-таки поймал. Была у вас хотя бы маленькая идея не возвращаться к своей этой правозащитной деятельности, а пожить такой частной жизнью? Сколько вам лет? Не буду говорить много. Ну, нормально, уже за 50. Ладно, всем известно, мне 71 год. Ну, уже можно же на пенсию выйти? Можно. Да не в этом даже дело. Слушайте, это было бы несправедливо. Меня освободили. Вот так свалилось на меня. Понимаете, все, что со мной происходит после освобождения, я расцениваю как какую-то жизнь после смерти. Я же на это все не рассчитывал. Это на меня вот так вот свалилось неожиданно. Особенно первые месяцы я вот так обалденно ходил, не понимал, это правда или нет. И, так сказать, жизнь-то вроде уже кончилась. Она должна была там кончиться. Вдруг вот она... То есть вы думали там умереть? Ну, большой вероятностью думал, да. И вот она, такая жизнь после смерти, свалилась незаслуженно, потому что куча людей, которые сидят более тяжело, долго, трудно, они там остались. А я, который просидел недолго, и в общем, я не был в таких страшных условиях, как некоторые из моих друзей там находились и находятся. Поэтому выйти на пенсию, ну, это несправедливо. И я считаю, что мне дан был какой-то шанс что-то еще делать. Это было предательством уйти на пенсию, сидеть, ловить только рыбу и, значит... Можно еще грибы собирать. Грибы собирать, рисовать, много чего можно. Но, понимаете, вот поездка в Украину и работа по Украине – это было одно из того, что я себя поставил как важнейшую свою обязанность. Вот раз я сел за Украину и вышел, то я обязан этим заниматься, обязан туда поехать. Это я выполнил. Оно еще не написал доклад, еще мне надо нам написать доклад, тогда хоть часть обязательств будет выполнена. А второе, это, конечно, помочь и вытащить хоть кого-то из политзеков. Хоть кого-то. К сожалению, похоже, что сейчас меньше, чем еще было 2 недели назад. Но я пытаюсь и этим заниматься, и это тоже делать. Если удастся кого-то вытянуть, ну вот тогда жизнь после смерти не зря идет. Ну вот пока, видите, не все удается в значительной степени, и этим надо продолжать заниматься. Как вас Татьяна встретила? У нее спросить. Я бы вас убила. Нет, она меня обняла. Ну, мы друг друга обняли. Она же приехала сюда через где-то 2 недели после моего освобождения. Вот мы увиделись тут в аэропорту, я ее обнял, она меня обняла, и, значит, дальше мы поехали с ней на рыбалку. Но она вас простила, не ругала? Не ругала, честно скажу, совсем. Она могла меня ругать еще, когда я был в тюрьме. У меня же были с ней. Ну, в тюрьме вроде как неловко. Ну, и там трудно побить через 2 решетки и 2 стекла. Вот, нет, но если сильно ругаешься, то можно и побить. Нет, но вообще, сейчас сказать, она меня не била. Нельзя сказать, чтобы она раньше меня била. Привет всем. Здравствуйте. Да. Я тоже так отвечаю. Здравствуйте. Это документ, аудиозапись и расшифровка. Это 1 документ или 2 документа? Важно делать это регулярно, например, раз в месяц. Вы в 2015 году в составе правозащитной делегации и поездки, организованные мемориалом, были на оккупированных территориях в ДНР и ЛНР. Правда ли это? В 2014, 15 и 16 годах. Что вот из основного, из ключевого, из того, что позволило совершиться 22 году, вы там увидели? Мы увидели абсолютно несвободную территорию.
Мы говорили тогда и о преступлениях с украинской стороны. Если внимательно посмотреть наши доклады тех годов, то вот этот глупый вопрос, который наши псевдопатриоты все время задавали в 22 году, а где вы были 8 лет до этого? А почему вы говорите сейчас о преступлениях российских войск, а до этого украинцы там совершали преступления на Донбассе? Ну вот мы... Но ведь совершали же. Совершали. И мы, будучи на Донбассе, говорили о преступлениях обеих сторон. Мы писали и о том, как украинская артиллерия бьет по жилым кварталам Донецка. И это все есть в наших докладах. Но мы говорили и о другом, что Донбасс, города и села Донбасса разрушают действия обеих сторон. Это полное вранье. Вот эти сепаратистские территории, эти так называемые ополченцы при помощи российских солдат, которых там, как известно, не было. А вот такие трактористы взяли в руки, не знаю, откуда-то взявшееся оружие и пошли воевать. Так вот, они-то тоже разрушали еще как свой собственный Донбасс. Потому что они не менее интенсивно, даже, сказал бы, значительно более интенсивно били по жилым массивам городов Донбасса, который находился под контролем законного правительства Украины. Но кроме этого мы видели вот одну большую разницу между ситуацией на этих двух территориях. Территориях подконтрольных законному правительству Украины и не подконтрольных, так называемый ДНР, ЛНР. Смотрите, на подконтрольных украинской власти территориях мы открыто могли говорить с любым местным жителем. И он клял украинскую власть. И он ругал украинских военных. И он мог нести какую-то полную чушь про то, что, ну да, вот видите, снаряд прилетел со стороны сепаратистов из ДНР. Но это украинцы стреляли сюда. Мы говорим, как? А вот так вот они выводят танк, по нам стреляют. Тут же ведь и где-то недалеко их окопы. Они своих не жалеют, они сами по себе бьют. Наши не могут по нам бить. И вот эту чушь я много раз слышал. И они это открыто говорили, прямо в присутствии украинских военных. Попробуйте что-нибудь подобное сказать на территории ДНР, ЛНР. Там ты приходишь к людям, и они тебе на ушко говорят. Вы понимаете, да, вот по нам тут вчера прилетело с украинской стороны. Но понимаете, они же, гады, вывели самоходки. Смотрим, да, следы самоходок, все видно. Постреляли в течение минут 40, уехали и куда-то там спрятались. А по нам прилетает обратка. Но это только шепотом. И только не называйте, не снимайте меня, не говорите, а что такое? Это, понимаете, убьют. Вот эта разница, она была очень видна, разница свободы и несвободы. Вот эта боязнь той собственной власти, которую часть из них, не все далеко, конечно, это все вранье, что там большинство населения было за сепаратистскую власть, поддерживало так называемый референдум. Видали мы этот референдум, как он проводился. Но часть, конечно, поддерживала. Но через некоторое время мы видели, как люди разочаровались, во-первых, в этой власти, и как они ее боялись. И никакой публичной критики не могло быть, в отличие от территории, которая была подконтрольна Украине. В конечном итоге, что, на ваш взгляд, произошло с этими оккупированными территориями Донецк и Луганск и к ним прилегающие города за эти 8 лет? Ведь получилось, что там не было ни какого-то вменяемого правительства, ни власти, которая кому-то централизованно бы подчинялась, ни человеческой жизни у людей. Трагедия произошла с этими территориями, если коротко сказать. Часть из этих людей, которые там проживали, они искренне поверили, что вот сейчас тут придет российская власть, про которую ничего толком не знали. И вот тут сейчас они построят мир и благодать. И уже через несколько лет они увидели, что это не так. А на самом деле там осуществлялся системный террор
против всех тех, кто говорил, кто мог сказать, кто пытался что-то говорить против этой власти. И этот террор начался буквально с первых же дней прихода туда сепаратистов. Ну так и у людей, поддерживающих сепаратистов, жизнь лучше не стала от их прихода? У людей, поддерживающих сепаратистов, жизнь не стала лучше, потому что ни работы у них не появилось, никаких предприятий там не заработали, на что они надеялись. А кроме того, они гибли в ходе и обстрелов со стороны Украины, и в ходе боев, куда их заставляли идти и воевать. Вот это дикое вранье нашей пропаганды. Мы пришли защищать население Донбасса, востока Украины. Вот как вы, ребята, их защищаете? К февралю 22 года количество погибших, конечно, там сильно уменьшалось. Если в первые годы, там, 14, 15, 16, когда были бои более интенсивные, там довольно много людей гибло. Потом уже к 22 году количество погибших снизилось в разы. Речь шла о единицах людей, погибших за год от обстрелов. И в 22 году, после 24 февраля, это снова дикий пик. Речь уже идет не о сотнях, а о тысячах людей, которые снова погибли. Это мирных жителей. Это вот таким образом эта война защищает мирных жителей Донбасса. Но даже в том промежутке, если я правильно понимаю, когда мирные жители перестали гибнуть, это вообще, конечно, удивительный критерий оценки благополучия в 21 веке, у нас перестали гибнуть люди от обстрелов. Не перестали, уменьшилось. Сильно уменьшилось количество. Но даже в этот момент об уровне комфорта, сопоставимым с тем, как жили люди и в России, и в Украине, об этом уровне комфорта говорить не приходилось. Ну, послушайте, там вообще работа есть. Это только если ты живешь на бюджет, который присылают из России. Если ты за взятки там, устроился там, почтальоном, пожарником, это еще в какие-то бюджетные сферы. Работы вне бюджета вообще не было. Все легло. Эти шахтеры из шахты, да, которые основа экономики Донбасса, но они просто легли. А там никакой не было возможности работать и жить по-человечески. А вы можете объяснить, почему Россия так билась за эти территории и так рьяно их отнимала, но при этом не потрудилась сделать жизнь на отнятых территориях приемлемой? Сказать, что совсем не пыталась сделать приемлемой, я бы не сказал. Опять же, вы скажете, хороший критерий. Но все-таки давайте посмотрим. Вот когда мы последний раз там были, на востоке Украины, на сепаратистских территориях, это 16-й год, после этого нас там объявили персонами нон-грата, и мы там не могли появляться. Сейчас об этом поговорим, почему вас объявили. Мы не пытались никого очернять, а то, что мы видели хорошее, то видели. Надо сказать, что в так называемой ДНР, ЛНР вообще-то восстановление разрушенного в ходе боев, обстрелов жилья шло довольно интенсивно и эффективно. Вот это интересно. Если сравнить какую-нибудь Южную Осетию, куда вбухивалась куча денег, и все разворовывалось. Здесь мы увидели, к нашему удивлению и изумлению, эффективное восстановление с помощью российского бюджета и с помощью российских, в том числе, строителей, которые туда приезжали, ну вот государственного жилья, да, не частных домов, так и частного жилья. И это плюс, скажем, так сказать, российским властям. И это они смогли наладить. А в то же время, в тот момент, вот тогда, на территории Украины, подконтрольной законом правительства, восстановление шло или плохо, или медленно, и частное жилье вообще не восстанавливалось тогда. Другое дело, что мы вот сейчас, побывав в Украине, мы увидели совсем разительно другую картину.
как сейчас эффективно, четко и быстро восстанавливается разрушенное жилье. Да? Где еще недавно были бои, там смотришь через некоторое время, и следов почти не видно. Поэтому сказать, что Россия совсем не пыталась там наладить жизнь, да нет, это не так. Вот эффективное восстановление разрушенного. Ну, разрушенного России. А разрушенного в ходе по боев. вине России, да. По вине России, да, согласен. Вот такой парадокс. До 2014 года было лучше. Знаете, я говорил со старушками, которые сидели на пороге, на лавочке, то есть у восстановленного дома. Я видел этот дом разрушенным, а сейчас увидел его восстановленным. И они говорили такие парадоксальные вещи. Вы знаете, ведь даже хорошо, что у нас было разрушено, а потом восстановлено. Какие новые окна, какие новые двери, сантехнику нам дали. Так что сказать, что все совсем было лучше до этого, нет. Но, конечно, без этой войны, без начала создания этих сепаратистских территорий, конечно, жизнь людей все равно в целом была бы лучше. Жизнь людей не сопровождалась такими страшными трагедиями, потерями людей, жизнями. Ради чего? Непонятно ради чего. Ради некого призрака, представления части этих жителей о некоторой лучшей жизни, которая может быть. Но это только часть. Большинство ведь людей это не поддерживало и не понимало, что происходит. И половина вообще оттуда убежала, не будучи готовой смириться с тем, что тут происходит. Вот когда я говорю о терроре государственном, надо не забыть, кто первый начал насилие, да, на Донбассе. Вот говорят, украинцы вели свои войска тогда еще, в 2014 году, и начали насилие на востоке Украины. А зачем это надо было делать? Люди хотят отделиться, почему их надо насильно возвращать? Ну, вот тут неправда. Потому что насилие первое там, на этих территориях, начали те сепаратистские образования, часто состоящие просто из деклассированных элементов, из уголовников, из откровенных пьяниц. Так нам местные говорили, это кто стоит на блокпосту? Местным сепаратистам. Но мы же их знаем. Это же люди, в общем, нигде до сих пор не работающие, сильно пьющие. А сейчас он с автоматом, он вообще себя кум-королю чувствует на блокпосту, командует. Так вот, террор был направлен против той части населения этого же Донбасса, которая не была готова соглашаться, которые выступали за единую Украину. И первые же попытки их сказать об этом, выйти на митинги, выйти на шествия и мирно, подчеркиваю, попытаться противостоять и высказать альтернативную точку зрения, жесточайшим образом подавлялись. Одна из демонстраций, это, если я не ошибаюсь, март 2014 года, была разогнана в Донецке с помощью еще пока не автоматов, но железной арматуры, которым проламливали головы, и взрыв пакетов. Куча людей получили серьезнейшие травмы. Вот так обращались с теми, кто пытался говорить «нет». Нет сепаратизму. Людей похищали, людей пытали, людей запугивали, люди исчезали бесследно. Все это было, к сожалению, спровоцировано руководством нашей страны. Ведь, понимаете, конфликт этот на востоке Украины был искусственно сконструирован. Никогда там до начала этих событий вот таких отношений, как мы видели, мы, мемориальцы, которые работали во многих горячих точках, где мы видели долгий период тлеющего конфликта, который перерастает все больше и больше в какой-то уже конфликт насильственный. Да, вот эта взаимная ненависть там, двух групп или там нескольких групп, которые, неизбежно, вот если это как-то резко не остановить, выльется в вооруженный конфликт. Ничего подобного на востоке Украины не было. Это вдруг достаточно неожиданно
внедрением туда вооруженных групп типа Стрелкова, накачиванием туда оружия, накачиванием туда денег на поддержку и оплату работы этих сепаратистских вооруженных незаконных структур, это очень быстро начало провоцироваться. Да? А когда кидается клич и обещается, что, ребята, мы вам тут дадим там, прекрасную жизнь, а вы можете безнаказанно творить насилие здесь, то на часть населения это воздействует. И часть населения начинает чувствовать себя, взяв в руки оружие, которое ему дали, и получив деньги за это из бюджета России, они начинают себя тут чувствовать хозяевами. И таким образом конфликт был искусственно туда буквально внедрен, а дальше он начал разрастаться и приводить все более и более тяжким последствиям. Его в любой момент еще можно было остановить при доброй воле со стороны России. 2014 год еще было не поздно. А дальше конфликт пошел по, так сказать, наезженной колее и начал себя поддерживать, развивать. И эта взаимная ненависть уже начала появляться. Лишь потом, а не как в обычном конфликте, когда вначале вот эта ненависть, взаимные нарушения прав, а потом уже только конфликт. За что ваша группа была признана персоной нон-грата в 2016 году? Ну, за то, что мы писали правду. При том, что мы в наших докладах, повторяю, подчас очень нелицеприятно говорили о действиях украинских вооруженных сил. Мы писали и о тяжелом положении гражданского населения на территориях так называемых ДНР, ЛНР, об отсутствии там свободы. И о том, что сепаратистские формирования при поддержке российских вооруженных сил также жестоко и очень серьезно нарушают нормы гуманитарного права. И о том, что они провоцируют ответные обстрелы украинской стороны по гражданским объектам и много чего другого. Мы не пытались быть комплементарны ни к одной из сторон в наших докладах. Мы писали, что мы видели, будучи и там по обе стороны. Понимаете, сепаратистская власть, она не терпела никакого себе противоречия. А это выглядело как политическая власть или, в общем, выглядело как бандитская власть? В разный период по-разному. Начало событий, весна 2014 года, лето 2014 года, это, конечно, абсолютно выглядело как бандитская власть. И еще была та власть, сохранялась, которая имела некоторые законные основания. Да, там городская администрация прежняя, она сохранялась. Да, это люди в значительной степени из вот эти регионалы, да, они про-януковические какие-то. Да. Но, тем не менее, это еще пока законная власть, которая была поставлена еще предыдущей властью, сохранялась там, а наравне с ними вот возникает новое, некие образования прорастают, вот эти ДНР и ЛНР. И, конечно, это откровенные бандиты, которые терроризируют все и вся, и в какой-то момент и тех чиновников, они либо их жестко подчиняют себе, либо просто выкидывают из их органов власти. На первых периодах они их терпели, потому что, а кто будет заниматься обычной жизнью, там, канализацией, городским благоустройством? У них не было никакого к этому ни умения, ни понимания, ничего. Только арматура в руках или потом автоматы в руках, блокпосты. Вот это они умели. Потом они либо подчинили себе тех прежних чиновников, либо приехали у них в значительной степени специалисты и инструкторы, советники из России. И начала постепенно вырастать вот эта уже власть. А на первом периоде это просто какие-то бандитские группировки, которые не имели они никакой легитимности. И вдруг человек, которого выбрали собравшись случайным образом люди на площади
и покричали там, да, вот за такого мы готовы его поддерживать, он вдруг обретал некоторую якобы власть. И он начинал распоряжаться на какой-то территории. И еще при этом, соответственно, опираясь на незаконные вооруженные формирования. Поэтому откровенно бандитская власть, которая постепенно с помощью России обрела много властных полномочий и властных регалий. Стали они именовать себя властью и внешне уже выглядеть более похожей на власть. Люди, с которыми мне приходится встречаться вот с этих оккупированных территорий, они, в общем, никому не верят ни одной стороне, и ни в ком из них не видят того, кто протянет руку помощи в смертельно опасный момент. Как сказал мне один человек, с одной стороны каратель, с другой стороны предатель. Как вы думаете, почему в итоге эти люди оказались и для центральной России, и для центральной Украины чуждыми, ненужными? Мне не представляется, что можно так однозначно говорить, что они чужды, например, для Украины. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот там Славянск, вот Краматорск, да, которые сейчас уже находятся под ударами, под обстрелами. Они в какой-то момент были под сепаратистской властью. Потом они были освобождены от сепаратистской власти. И туда пришла законная украинская власть. Можно было ожидать, что туда придут люди, комиссары из там, других регионов Украины и будут наводить тут террор, и будут вести себя как тоже оккупанты. Ведь этого уже не было. А ведь на тех территориях, куда вернулась Украина, вот никакого террора не было. Было, может быть, и непросто, тяжело. Да, было много недостатков, как и во всей другой территории Украины. Но сказать, что эти люди были лишние для властей Украины, я бы не сказал. Там налаживалась нормальная мирная жизнь. Постепенно никакого отторжения мы не видели со стороны остальной Украины к этим территориям. Сейчас не про территорию, про людей. Я говорю, люди на этих территориях. Я не видел никакого отторжения и чтобы для властей Украины эти люди были лишними и ненужными. Я это не видел. Были ли люди на оккупированных территориях чуждые для России? Ну, тоже нельзя сказать вот так однозначно. Слушайте, там им давалась масса привилегий, преференций, там их дети могли поступать в учебные учреждения в России. Все-таки Россия туда накачивала свой бюджет. Но не могла, и как Россия там могла бы восстановить разрушенную инфраструктуру целиком? Как Россия могла бы там восстановить экономику? За счет чего? На мой взгляд, у российского государства. И для российского государства эти территории были важны, территории, вот именно не население, а именно территории были важны прежде всего для того, чтобы повлиять на Украину. Недаром же Россия долгое время не присоединяла эти территории. Не-не-не, нам это не нужно. Нам это украинское. Для того, чтобы с помощью этих территорий заставить всю Украину мутировать, измениться, подчиниться России. Идея была не присоединить эти территории к российскому государству, а через них воздействовать на Украину. Когда это не удалось, когда эта идея провалилась окончательно, то началась широкомасштабная война. Тогда решили всю Украину силой, вот просто взять ее всю силой. То, что в России долгое время вообще не замечали конфликта на Донбассе, с чем вы связываете? Не совсем так. На мой взгляд, пропаганда довольно интенсивно действовала на людей. И средний человек считал, что да, фашисты гнобят население Донбасса. Если вы поговорите со средним человеком, он это
воспроизвел бы это клише. Другое дело думать о чем-то неприятном. Думать о том, что там идет война, средний человек в России не хочет. А почему российское общество не хотело замечать и не думало о Второй Чеченской войне? Почему? Потому что думать о неприятном не хочется. Идет где-то война. От меня что-то зависит. Если я буду думать, что там идет война, там гибнут люди, и это творит мое государство, это неприятно. Это значит вопрос ко мне, Ивану Ивановичу Иванову. А я, Иван Иванович Иванов, не хочу отвечать за это. И более того, у меня, Ивана Ивановича Иванова, вот эта беспомощность, она во мне воспитана, и я, Иван Иванович Иванов, считаю, что я ни на что повлиять не могу. Тогда зачем мне об этом думать? Зачем мне думать о войне на Северном Кавказе, войне в Донбассе, а потом вот войне, широкомасштабной войне в Украине? Зачем мне про это думать? У меня вот там куры, у меня там свинка. Я пойду сегодня там на работу, а после работы с дружбанами пиво выпью. Это моя жизнь. Я не могу даже повлиять на то, чтобы у меня крышу починили протекающую. Но если совсем будет плохо, и вот тут у меня плесень начнет в моем доме появляться, ну тогда я напишу Владимиру Владимировичу письмо и пожалуюсь ему. И сниму ролик и выложу в YouTube. Дорогой Владимир Владимирович, у меня тут все плохо, хреново, а мой районный начальник мне не помогает. Другого от этого человека ожидать не приходится. Поэтому почему он должен думать о том, что происходит на востоке Украины? Ну да, но там украинские нацисты уничтожают население. А наши помогают, чтобы этого не было. А то, что у меня вот тут плесень по дому и крыша течет, ну, это совсем другой вопрос. Это не имеет отношения к тому, что моя страна ведет войну. Вот не надо мне вот одно с другим связывать. Но тем не менее, когда была Первая Чеченская война, мамы, жены, родственники боролись и против войны, и за своих детей, мужей, отцов. И вы сопровождали в том числе все эти караваны обменов, и всех этих помогали женщинам, которые висели на оградах военных частей. Я просто жила возле одной из таких военных частей, где висели на оградах женщины, приходившие отбивать своих детей. Прошло 30 лет. И мы видим скорее единичные какие-то случаи эмоциональных очень выступлений, но никакой организованности и никакого вообще такого интенсивного стремления к сопротивлению больше нет. Это выросло целое поколение людей, которые понимают, что они ни на что не могут повлиять, или что-то случилось с чувством материнского инстинкта, или с любовью, или с чем. Ничего не произошло с материнской любовью и с человеческими инстинктами. Это, конечно, можно изменить. Можно? Можно, конечно. Но для этого нужно не одно поколение и целенаправленное, так сказать, долговременное воздействие. Все-таки времени прошло не столько много, чтобы изменить такие биологические сущностные вещи в человеке. Хотя это можно сделать. Просто пришло новое поколение, в котором не биологические инстинкты там изменились, а в котором появилось вот это психологическое внедренное ощущение выученной беспомощности. Первая Чеченская война, люди считали, что они могут реально повлиять, что они могут что-то сделать, и им удавалось вытащить своих солдат, им удавалось выразить свой протест, и в конце концов, заметим, власть была вынуждена тогда с этим считаться. И в конце концов хасавюртовские соглашения, прекращение той войны происходило на фоне того, что общественное мнение
не было готово поддерживать эту войну, а власть тогда еще считалась общественным мнением. Теперь Хасавюртовские соглашения называют позорными, кстати. Да, теперь, конечно, это а вы так считаете? Одна из позорных страниц в истории России, ровно так же, как история спасения заложников в Буденновске, тоже позорная история в России. Надо было замочить всех террористов вместе с 1500 заложников. Вот это было бы не позорно, это было бы достойно великой России. Вот такая точка зрения сейчас преобладает. Так, понимаете, в течение целого поколения, давайте посмотрим, с конца, с 99 года до 2025 года, ну вот это сколько прошло? Это, считайте, 26 лет, да? За 26 лет в людях смогли вырастить, особенно в новом поколении, вот это ощущение беспомощности. И это воспитывалось в том числе и репрессиями, в том числе и пропагандой. В конце концов, все-таки было массовое сопротивление, были массовые митинги, демонстрации. И давайте вспомним, что был период, когда казалось, что молодежь, значительная часть молодежи, проснулась, и она шла протестовать. В частности, это в рамках деятельности Навального. Навальный умел, редкий случай для российского политика, умел говорить с людьми и умел работать с регионами. Поэтому его убили. И казалось, что-то меняется. Но каждый раз выход на площадь с протестом кончался тем, что людей сажали, людей гнобили, людей жестко избивали. Это было раз за разом. И понятно, что таким образом показывали всей стране, как это может происходить. Не только это было в Москве или там в Питере, это было и в других регионах. Это очень ярко показали на примере событий в Ингушетии, Северный Кавказ, где тоже колоссальный общественный всплеск. Сотни тысяч людей выходят на митинги. Чем это кончилось? Сознательной провокацией, жестким разгоном и де-факто оккупацией этой маленькой республики. Я там был после событий 2019 года на Центральной площади. Масса силовиков из других регионов, бронеавтомобили на перекрестках, аресты. Людей можно напугать. Людям можно показать, что от тебя ничего не зависит. А кроме того, пропаганда тебе говорит все время, так и правды нет. Ну, нет правды. Ты всегда не можешь понять, правда тут или тут, или там. И бессмысленно искать правду. Все зависит от манипуляции, а каждая власть манипулирует людьми. Демократии вообще нигде нету в мире. И то, что власть манипулирует людьми, это тоже нормально. Тебе ничего не остается, кроме как идти и пить пиво с ребятами своими. И поговорить о футболе. Ну, футбола сейчас нету. Мы изгнаны из мирового спорта. Ну, о чем-нибудь еще, о бабах поговорить. А говорить о войне, нет, это не для нас. С октября 24 года, когда вы первый раз побывали после начала полномасштабной войны в Украине, до января 25 года, когда сейчас вторая была поездка, как изменились настроения внутри Украины? Ну, понимаете, это совсем другая страна. Это страна воюющая, страна понимающая, что каждый может погибнуть. Русского языка стало намного меньше. Он не пропал. В Киеве он остался, но он не пропал совсем. Но, конечно, сплошь и рядом, когда ты говоришь человеку по-русски, он тебе отвечает на украинском. Но я говорю скорее про вот эти 3 месяца с момента, когда осенью еще не знали, что будет Трамп, и в январе, когда стало понятно, что это Трамп и что помощи больше не будет. Нет. Вот здесь я ничего не могу сказать, потому что когда я в январе еще был,
ощущение, что Трамп сейчас прекратит нам помощь, и Трамп, там, не знаю, играет на стороне Путина, не было. Более того, многие, наоборот, надеялись на Трампа. Но Трамп такой мужик, он может заставить Путина пойти на, так сказать, мир, ну, хотя бы частично на условиях Украины. Да не, он может, надежда есть. Поэтому слом вот этого представления, он происходит сейчас, в эти дни. И я думаю, вот для людей вот то, что там произошло и сейчас происходит, вот это слом сейчас происходит. Поэтому если, дай бог, мы еще будем в Украине, мы вот это последствия увидим. Почему вам кажется, что было правильным тогда в Буденновске, даже ценой свободы террористов, спасти жизнь заложников, а сейчас кажется, что вот такой дорогой и унизительный мир, который предлагает Трамп, неприемлем? А вы знаете, какой дорогой и унизительный предлагает Трамп мир? Вы можете себе сформулировать? Думаю, что нет. Никто не понимает, что до конца он хочет, и, по-моему, он сам этого не понимает. И вот мы видим этого политикана, и понимаем, у него нет никакого плана. У него есть только желание картинку красивую показать себя, такого красивого, замечательного, который говорит: молчать всем, мир, вот прекратили воевать. Как прекратили воевать? Какие гарантии, что это все не будет продолжаться через год, через два? Так его же, вот самое страшное, его это не беспокоит. Ему нужна картинка сегодня, сейчас. А что будет через там, 4 года, когда он уже не будет президентом? Но его это не интересует. И вот в чем проблема. Сама по себе идея прекращения огня вот сейчас на той линии разграничения, ну, для меня приемлемо и нормально была бы. Только это прекращение огня должно сразу сопровождаться началом переговоров, где стороны с равными возможностями говорят о будущем. На этих переговорах нельзя международное право вот так выкидывать, как делают Трамп. Но международное право – это вообще не важно. И безнаказанность. Какое наказание? Забудем. Забудем о наказании виновных. Понимаете, на таких условиях, когда якобы независимый посредник дает все козыри одной стороне, ну да, Украина у нас со слабыми позициями. У вас нет козырей. Это кто говорит? Это посредник говорит. Разве может он публично одной из сторон говорить, что вы идете на переговоры со слабыми позициями? Второе. Украина не будет в НАТО. Украина должна пожертвовать своими территориями, ну, значительной частью, а может, всеми территориями. Да и вообще мы санкции отменим в ближайшее время. Это что? Это позиция независимого посредника, который вот сразу отдает все козыри одной стороне, а вторую сторону сознательно, публично выводит ослабленный. Но понимаете, вот такой мир – это не мир, и это подготовка к капитуляции Украине. Поэтому я за мир, за перемирие, нормальные переговоры, но не перемирие как подготовка к капитуляции жертвы агрессии. Потому что если агрессор получит все, или в значительной степени все, что он хотел, и еще он будет абсолютно безнаказан, но это означает, что будет новая и новая агрессия. Было ли то же самое в Буденновске? Ну, на мой взгляд, нет. Понимаете, главное – спасти заложников. Мы их спасли. Вопрос о том, будут ли наказаны, будут ли преследоваться террористы, на переговорах не стоял, но само собой подразумевалось, что террористы могут и дальше
преследоваться. Раз. Второе. Любой договор с террористами после того, как спасены заложники, в общем, давайте прямо скажем, он не обязателен к выполнению. Поэтому ничто не мешало федеральным силам после спасения заложников начинать максимальное преследование террористов. Наверное, вот в этом и есть разница. Потом, понимаете, нельзя проводить такую параллель и сравнивать все-таки столь разные вещи. Конкретный террористический акт и большую войну. И там нормально начать переговоры. И там нужно остановить насилие. Я повторяю, я абсолютно не против того и не считаю хоть в какой-то степени неправильным немедленное перемирие в Украине. Как и там надо было остановить насилие и не дать новый штурм, который бы привел к гибели большого количества людей и, прежде всего, заложников. Остановить насилие и потом переговоры. Это тоже правильно и верно. Весь вопрос в том, что в результате переговоров в Буденновске основная масса заложников, она была освобождена. Остались добровольные заложники, которые вместе с террористами выехали, и их тоже освободили. Тут, если брать слово «заложники», то в заложниках считайте миллионы людей, которые на оккупированной территории. И эти миллионы людей, насколько я понимаю, Трампа, ну, естественно, Путина, они останутся в заложниках. Мы заложников не освобождаем, которые находятся на оккупированных территориях. Если остановка и потом освобождение, отход войск и освобождение этих всех заложников, а эти люди на оккупированных территориях, безусловно, заложники, и там продолжает осуществляться государственный террор, так вот, если их освобождать, эти территории, тогда да. Тогда вот получается параллель Буденновска, и тут правильно, а тут ровно наоборот. Буденновские заложники освобождены. Да, террористы ушли, но ничто не мешает их дальше преследовать. А здесь террористы, захватившие эту территорию, более того, они в ходе этих переговоров, как по крайней мере сейчас это видно, требуют и будут требовать: дайте нам еще территорию. Не, нам Херсон верните, нам Запорожье отдайте. Это наше. Мы же за это Конституцию, так сказать, на референдуме принимали. Заложников никто не собирается освобождать. В данном случае, если вы проводите вот эту параллель. Хорошо, я признаю, что параллель может быть неудачная. Тогда я сформулирую вопрос попрямее, но тогда получится, что пожестче. Как вы считаете, должен ли быть установлен мир вот сию секунду ценой любых, даже самых унизительных соглашений? Не мне это решать. И не нам с вами это обсуждать. Идея, куда двигается Трамп, там, по сути дела, одна сторона делается слабой заведомо, согласны на все, а другой стороне даются преференции. Если Украина, истекая кровью и понимая, что дальше так невозможно, на это согласиться, это ее право. Значит, мы пожмем плечами, скажем: ну что ж, мир таков, что очень происходят ужасные вещи. Если Украина на это не согласится, то это тоже их право. Воевать, продолжать, требовать. Я высказываю свои соображения, но не могу говорить, правильно или нет, потому что решать это дело украинцам. В ваших разговорах что вы слышали от украинцев внутри Украины на тему того, как долго будет продолжаться война, как долго хватит сил у людей и вообще в каком они состоянии? Не говорили мы об этом с украинцами. Понимаете, ни нам, ни россиянам
про это говорить, задавать спрашивать. вопросы. Те, с кем мы говорили, мы их понимали, они на деоккупированных территориях. Я понимаю, что они не готовы сказать. А там пускай остается под оккупацией люди. Мы вот этот вот ужас весь пережили здесь. А там чур с ним пускай. Для них это невозможно так сказать. Я их понимаю. Речь идет о живых, которые на оккупированных территориях. И которые находятся под этой, с их точки зрения, страшной оккупационной властью. Для них она действительно страшная, потому что они вот этот весь ужас пережили. Вот. И говорить им дальше, а сколько вы готовы терпеть, а готовы ли вы там многим жертвовать, честно сказать, не нам было им задавать такие вопросы. Но о прощении речь тоже не идет. Об этом речь шла. Конечно. И вывод был всегда один. Мы это никогда не простим. Опять же, я не проводил социологические опросы. И мы говорили прежде всего с жертвами. Поэтому мы много раз слышали эти слова. Вы нам не враги. Но мы никогда не простим этого. Никогда. И россиянам в целом не простим, и путинскому режиму, и, конечно, кто вот тут это все творил. С точки зрения правозащитной, то, что Путин сделал по отношению не только к украинскому народу, но и к русскому народу, может ли считаться преступлением? Для меня, очевидно, вполне Путин преступник. Это не образ речи. Для меня Путин и фашист, и преступник, но очень конкретно. Я в своей статье доказывал с фактами в руках, что он построил фашистский режим вы за это в тюрьму стране. сели? Да, я за это в тюрьму сел. Он преступник очень конкретно. За конкретные преступления его можно и нужно судить. За, по сути дела, убийство, террор против своих политических оппонентов. Человек, который возглавляет государство, обладающий такими полномочиями, руководящий реально, так сказать, спецслужбами, вот эти политические убийства, которые идут раз за разом внутри страны и вне страны, они не могут идти помимо него. Мы не знаем, отдавал ли он непосредственно сам приказ, или он через своих подчиненных этот приказ отдавал. Но, конечно, он за политические убийства, его следует судить. Ровно так же, как он, по-видимому, с моей точки зрения, виноват в таком преступлении, как развязывание агрессивной войны. Он должен быть предан за это суду. Какое будет решение суда, я не знаю. И я, конечно, понимаю, как мало вероятности, что он окажется на скамье подсудимых. Но это было бы правильно. Но есть еще одна сторона у этой истории. Это лишенные субъектности сотни тысяч мобилизованных, которые были отправлены на фронт. Так. И вынуждены были убивать или быть убитыми. Так. В этом есть преступление? Или все-таки вся вина на тех, кто не избежал мобилизации? Это часть большого преступления развязывания агрессивной войны. И это туда пойдет, потому что мобилизация и отправление на фронт – это элемент этой агрессивной войны. Поэтому это поглощается, на мой взгляд, вот этим преступлением. Краткое описание, что это такое, буквально в одном предложении. Опять же, если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, пишите в чате для консультации. Таблицу поставить максимально простой, там не нужно ничего сложного. А это правда, что в первый же день свой здесь, в больнице, Да. вы одному из своих соседей по палате предложили по 50 коньяка? Нет, неправда. Кальвадоса. Где вы взяли? Принесли друзья. Потом я не помню, чтобы я предложил по 50 именно. Я ему просто сказал: кальвадос будешь? В 11 утра? Да, в 11 утра, что нормально. После тюрьмы нормально. Что для вас в тюрьме было самое неожиданное? Что у меня не было ни одного конфликта с однокамерниками. Я много камер прошел, много было разных однокамерников, сокамерников.
вернее, правильно сказать. У меня не было ни одного конфликта ни в одной хате. Это удивительно. Прям хате. По-арестантски, да, хата. А из ваших хат люди шли на войну? В Водниках из нашей хаты шли 2 человека. Говорили, что идейно. Врали, конечно. И, скорее всего, они надеялись не оказаться прямо на передовой. Но такие, прямо, можно сказать, активисты. Другие их агитировали и говорили, да, Харьков скоро возьмем. А вы отговаривали? Да нет, с ними вообще не говорил об этом. Понимаете, говорить под камеры, которые все время тебя снимают, что-то о войне в тюрьме, ну, это что-то подобное самоубийству. Ну, вот на примере Горинова мы это видим. Значит, в другом Централе, в Сызрани уже сидел с парнем, мужиком. Он жену свою убил. Он собирался идти на войну, он уже свою жизнь ни во что реально не ставил. И вот с ним я говорил, нормальный мужик, мы с ним так хорошо сидели. Он не хотел ее убить. Так получилось. Я говорю, ну, ты понимаешь, какой шанс, что ты оттуда вернешься? Ну, небольшой. А тут есть большая вероятность, что я вернусь живым и нормальным, и здоровым. Да какая тут жизнь-то? Поэтому лучше я там рискну. Я ему говорю, хорошо, а ты понимаешь, что убивать придется? Да, ну я же солдат буду стрелять. А ты знаешь, что там с мирными делается? Не, ну, с какой стати я буду по мирным? Ты же меня видишь. Нет, не буду. И других видел, особенно на этапах, такое пониженное, так сказать, ощущение ценности своей жизни и чужой жизни. Ну и с вагнерами, как называется, на этапе был вместе. Те, кто был в вагнерах, кто оттуда вышел, то есть чего и там по-разному всех совершили, снова сидят и снова туда. Замкнутый круг. И снова туда. И с дезертирами сидел. Абсолютно недолго. Меня очень быстро от них перевели из этой хаты. Дезертиры были абсолютно деморализованные люди. И то, что они... Даже не мне, я не особенно с ними в разговор вступал, но и другим рассказывали. Ну, ужас. То, что они рассказывали, страшно. Большинство из их подразделений убито. 200-е, остальные 300-е. Но оставаться там, они говорили, это значит 100% идти на собственную гибель. Но мы ушли. Их поймали. И что теперь? Теперь им светит длинный-длинный срок. И какой выход? Ну, наверное, будем снова проситься туда. Вот это замкнутый круг. Выхода нету. Нет выхода из этого вообще. Но тюрьма, конечно, деформирует людей, безусловно. Сейчас она вас догоняет? Ну, догоняет. В меньшей степени, чем еще относительно недавно. Ночью или как? Да нет, по-разному. И днем вдруг неожиданно вспоминаются какие-то элементы, вещи, события этой. А самое главное, что ощущение, ну, я здесь, а они там. Они там, это даже не обязательно политзеки. Но в целом масса людей, я знаю, находится там, которые не должны быть там. В условиях этих совершенно неимоверных, которых тоже не должно быть. Я, находясь там, я все время думал, что тут можно изменить, да, вот это же неправильно вот так жить. И неправильно и для зэков, для арестантов, и неправильно для тюремщиков. Они тоже в условия поставлены часто нечеловеческие. Что можно менять? Что-то можно менять вот сейчас. Для этого не нужно ни денег, ничего. Вот это уже можно менять сейчас. Что-то можно менять, и для этого нужны
серьезные деньги. Но главное, надо менять целеполагание. Вот целеполагание, оно пенитенциарной системы должно быть изменено. Оно действительно должно быть исправительное учреждение. Но там же ведь вот ни малейший шага в сторону исправления кого-либо не делается. Это все никак не направлено на исправление, скорее наоборот. И понимаете, в условиях, когда у тебя нет никакой защиты от беспредела как со стороны тюремщиков, так и со стороны твоих возможных сокамерников. Это же тоже беспредел, может быть, еще не менее жестокий, чем со стороны тюремщиков. И у тебя нет никакой защиты. Обычно на двери камеры висит: вы можете жаловаться туда-то. Там омбудсмен, прокуратура, ОНК, общественно-наблюдательная комиссия. Все к этому относятся либо никак, либо с такой усмешкой. Потому что жаловаться никуда невозможно, и тебя никто не защитит. Ни прокуратура, никакой не омбудсмен, никакой ОНК, ничто. И вот защита от этого беспредела оказывается одно – жить по понятиям. И вот эта тюремная иерархия, авторитеты, дорога, то есть межкамерная связь, включение в эту систему, если авторитеты реально, а не на словах, живут по понятиям, и они хотят выполнять ту роль, которую они обязаны выполнять, то тогда это у тебя единственная защита. Это неправильно, это нехорошо, но если нет другой защиты. Вот в этих условиях вот это жить по понятиям и включение вот в эту вот жизнь единственная защита для арестанта, чтобы быть защищенным от беспредела. Да, я принял эту жизнь, я вошел в эту жизнь, я жил по этим правилам. И, на мой взгляд, это было правильно. Те дела, в которых уже есть некий результат, какая-то остановка. Разве что это исключительно, опять же, стоит обсуждать для этого. У тех российских политических заключенных, которые были освобождены в результате вот этого исторического обмена, есть ли шанс наконец как-то объединиться и, не переругиваясь между друг другом, идти к какой-то единой цели? Конечно, есть. Конечно, есть такая возможность. Не гипотетическая, а настоящая. Вот смотрите. Вот сейчас был проведен вот этот марш. Да, я видела фотографии и видео. На этом марше люди шли с разными флагами, разными лозунгами. И в начале этого марша были попытки ругать тех, кто пришел под российским триколором туда. В конце концов прошли, и люди разные выступали. Да? Там были и люди из ФБК, были люди из антивоенного комитета, структуры, мягко говоря, не очень друг к другу относящиеся хорошо. Но сделали общее дело. Хорошо, плохо, это можно там спорить. Можно было лучше или нельзя было лучше, но сделали. Вот на этот момент какие-то разногласия отошли на второй момент. И люди шли с триколором, хотя для других триколор был неприемлем. Но они пошли на компромисс, отошли не в начале, пошли где-то там ближе к концу колонны. Их никто не выгонял, не ругал, как это было, например, на первом марше здесь. И вот это тот случай, когда, по-моему, вполне это возможно. Найти общий язык. Не садиться всем за один стол. Или вместе заседать на каком-то в единой комнате. Там. Хорошо, давайте решать и обсуждать общие проблемы. То, что реально делается, то, что называется дорожной картой. Мы должны думать о будущем. Мы не знаем, когда оно наступит. Оно может наступить очень скоро, и пройдет много-много времени.
А может, оно наступит очень быстро, и надо о нем думать. Мы обязаны, находясь здесь, в эмиграции, думать о будущем. Что мы будем делать, когда это будущее наступит. Оно не обязательно вот такое вот светлое, прекрасное будущее, свободная Россия будущего. Нет. Но откроется окно нам вернуться в Россию и что-то делать. Что мы будем требовать, как мы будем требовать, что мы будем предлагать и так далее. У нас должно быть это готово. И вот это та работа, которую все могут делать сообща, находясь в разных местах и не садясь, и не говоря даже напрямую друг с другом. А вы со всеми готовы разговаривать? Я лично, да. Вот мы несколько месяцев назад здесь, в Берлине, представляли дорожную карту освобождения политзаключенных. Описано, как можно освобождать политзаключенных. Кого можно освобождать? Что можно требовать от власти сейчас? А что будет вдруг окажется, что другая какая-то власть в России, которая готова думать и действовать, освобождать политзаключенных? Что мы должны предложить? Очень подробно расписано. Это сделал не мемориал, а это сделал коалиция вместе с мемориалом. Вот пример дорожной карты. Или мы в скором времени представим такой проект «100 дней после» называется. Условно говоря, после Путина. Что мы должны начать делать? Начать какие реформы в самых разных направлениях? Не я ее разработал, но мои друзья и коллеги, мемориальцы, юристы, они эту дорожную карту разработали. Мы ее представим. Дальше надо будет обсуждать с разными людьми. Я готов со всеми. Я готов говорить со всеми. Надеюсь, что и все готовы говорить со мной. Вот. И вот вокруг этого и можно объединять усилия. А совсем не обязательно создавать какой-то общий единый комитет какой-то. У вас здесь украинский флаг? Да. Вот тут у меня украинский. А российский наденете? Надену, наверное, да. Понимаете, я вот на последнем шествии, когда слышал ругань в адрес российского триколора и тех, кто пришел на нашу общую демонстрацию с этим триколором, я говорил: ребят, а почему мы должны отдавать этот флаг, который мы завоевали, и мы ее в 91 году несли, и мы его подняли тогда, да? А до этого за этот трехцветный флаг хватали, сажали на 15 суток. Кстати, насколько были времена позднесоветские, вегетарианские. Я думаю, сейчас сажали на 15 суток. А сейчас в России подними вот этот антивоенный двухцветный флаг, да? Бело-синий. Сядешь не на 15 суток. 15 лет сядешь. А сядешь на долгие-долгие годы. Так вот, а почему мы наш этот флаг должны отдавать убийцам и преступникам? Хорошо, вы говорите, что он кровавый. Ну, давайте сотрем с него кровь. Но все-таки это флаг, который мы добились тогда в 91 году. Поэтому вполне возможна такая постановка вопроса. Я не исключаю, что в какой-то момент у меня здесь будет и российский флаг. Но сейчас, пока идет война, я это для себя не представляю, чтобы я сюда повесил трехцветный флаг, под которым идут оккупанты. В мире, где по всем фронтам побеждает зло, и кажется, что уже ничего невозможно ему противопоставить, где вы находите силы, чтобы верить, что это не навсегда и не окончательно? Кать, ну, мне кажется, что вы тоже оптимист по жизни. Нет. Нет, да, ну как-то вы же не бросаете свою работу, вы продолжаете интервьюировать людей, вы считаете, что это полезно, нужно и важно. Ну, и это для многих людей действительно очень полезно, нужно и важно ваша работа. Вы знаете, мне внушает оптимизм и даже удивление вызывает. Вот на этом последнем шествии довольно немало людей подошли ко мне и сказали спасибо. Спасибо за то, что вы делаете, имея в виду не столько лично меня, сколько мемориал. Люди подходили и говорили: ну, спасибо вам за то, что вы там
были от имени россиян в Украине. Спасибо вам за то, что вы пишете мемориал, да, не я, а пишите письма поддержки тем, кто вынужден эмигрировать из России. Спасибо, что поддерживаете отказников от военной службы и добиваетесь, чтобы им тут дали статус. Ну и за что-то, и за много еще чего спасибо. Вот это спасибо, которое люди говорят, понимаете, важно не то, что они сказали спасибо, а важно, что это значит, мы что-то им дали, что значит, что-то полезное сделали. Ну вот это, наверное, дает силы, что не зря. Мне еще просили передать вам большое спасибо за те экскурсии по Берлину, которые проводит мемориал. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Мы про это уже с вами говорили. Все по-прежнему справедливости. Милосердие – вещь хорошая и очень важная. И тем более, побывав в тюрьме, я еще больше понимаю, как важно милосердие. Но все-таки милосердие должно быть на базе справедливости. Правда или безопасность? Конечно, правда, потому что жертвовать ради безопасности правдой – это значит идти вслед за Путиным, который нам ровно эту дилемму и ставит. Безопасность или вы, значит, за демократию, или у вас за права. Вот давайте выбирать, да? Все-таки вначале мы правду, а на основании правды будем строить безопасность, конечно. Свободу или стабильность мы пропустим в вашем случае. Родина или истина? Истина, по-моему, это вполне очевидно. Вот моя поездка в Украину. Меня же на моей родине, к сожалению, масса людей проклянет и скажет: Родина всегда права. А Родина совершает преступление, но ты против нее не должен сказать слова. Но вот это неверно. Это вначале мы ищем правду, справедливость, все, что до этого говорили, да. И к родине мы ее любим, но к ней любовь должна быть осознанная, а не слепая. И находясь в Германии, давайте вспомним о тех, кто Гитлера хотел взорвать. Они были кто? Они были предатели Германии. Да, их при Гитлере так и назвали. Их казнили как предатели. А теперь они в Германии герои и настоящие патриоты. Что будет дальше? Мария, когда? В ближайшее время я сяду за компьютер и буду говорить с друзьями, в том числе из России. А в целом, Россия раньше или позднее вернется на нормальный путь. Это 100%. И мы там будем нужны. Я не знаю, буду ли я там лично. Так, если буду жив, то первым самолетом, что называется. Я имею в виду мы, в большом смысле этого слова. Мы, которые здесь, мы, конечно, вернемся и будем строить новую Россию. Всего по данным Минобороны России за ночь выпустила 18 беспилотников в 6 регионах России. Из них 10 над Ростовской областью, 3 над Воронежской, 2 над Самарской. Президент ясно